И я всех категорически приветствую, друзья, на своем канале. Итак, сегодня 5 октября вышла наконец-то официальная Windows 11, самая полная версия, не ознакомительная, не для всяких там, не знаю, блогеров, разработчиков, что было раньше. Ее можно скачать теперь абсолютно, то есть ее может скачать любой человек и поставить на свой компьютер, ноутбук и так далее. Точнее, могут не то чтобы все поставить, но каждый может поставить, если он захочет, но сделать это смогут далеко не все. Это притча. Я думаю, вы поняли, что я имел в виду, а те, кто не поняли, я на своем примере покажу, как поставить Windows 11. Итак, сперва нам понадобится флешка, обычная дешевая флешка, хотя бы на 8 гектар. Далее вставляем флешку в ноутбук или в компьютер, и в моем случае я тестировать буду на игровом ноуте, именно вот в моем случае. Далее открываем поисковик и вводим «Скачать Windows 11». Причем, внимание, Windows нужно вводить не на русском, а только на английском, иначе вы не попадете на нужную нам ссылку. После переходим на самую первую вкладку в поиске, и вот перед нами открывается сразу три варианта установки, точнее два варианта. Первый — это вообще чисто протестировать, то есть сможет ли вообще ваша, то есть система запустить Windows 11 на вашем компьютере. И второй — это то, что нам нужно. Это некое приложение, оно скачивается на компьютере, через него мы станем делать загрузочную флешку. Ну а третий вариант — это просто возможность скачать ISO-образ 11 винды, чтобы записать его на флешку и, скажем, просто там прикинуть какие-то файлы. Ну в целом такой вариант тоже нормальный, но он чуть сложнее, и лучше делать все же через приложение на втором варианте, и это проще и быстрее и понятнее. В общем, открываем это скачанное приложение под названием Media Creation Tool. В нем сначала принимаем лицензионное, то есть соглашение, нажимаем далее. Теперь нам дается вариант Windows 11, точнее там всего одна версия, нет всяких там домашних, то есть и там профессиональных пока что. Единственное, что можно, это просто выбрать язык. Все, короче, вот нажимаем далее. Теперь надо выбрать, что вы хотите сделать, и понятное дело, что мы будем делать USB флешку с виндой, и значит наш вариант самый первый. Если у вас имеется скачанный ISO-образ Windows 11, то выбираем ISO, но мы выбираем USB. Теперь начинаем сперва, то есть начинает скачиваться Windows 11, и потом уже этот образ запишется автоматически на вашу флешку. Вот и все. Ну а пока как бы выкачивается винда, я бы хотел рассказать вам о спонсоре видео. Это, конечно, гипермаркет электроники Comfy, и это лучшее место для чего? Правильно, для покупок геймерской периферии и всяких ништяков для геймеров. И вот тут, пожалуй, один из самых важных устройств, который влияет на удовольствие от игры, это, конечно же, монитор. В общем-то, я решил вам чутка помочь в этой теме своим зрителям из Украины и выбрал для вас 5 лучших моделей мониторов из тех, что имеются в самом Comfy. Итак, в этом топ-5 бюджетных вариантов мониторов есть как обычные, так и достаточно продвинутые, и в первом самым доступным в этой пятерке является монитор, модель от компании Samsung на 24 дюйма с VA-матрицей на 144 Гц. Это самая дешевая модель в этой пятерке именно по цене-качество. Далее, четвертый чуть более продвинутый моник, это модель MSI Optics J242, у нее уже идет IPS-матрица, тоже стоит здесь Full HD на 24 дюйма и 144 Гц, но эта модель, она уже стоит, внимание, чуть больше, и вот уже замыкает эту троечку бюджетных мониторов на 24 дюйма, это Monik HP X24, и в целом у него средняя цена, он тоже имеет IPS Full HD экран на 144 Гц, но зато он оснащен довольно удобной подставкой и умеет, то есть имеет возможности регулироваться по высоте там и так далее, и вот теперь мы уже, друзья, переходим на 27 дюймов, и тут тоже есть такая одна довольно интересная модель, и также есть Monik на 34 дюйма с широким форматом 21:9. Что насчет модели на 27 дюймов, то в моем случае я выбрал Odyssey J5 от Samsung, у него QHD VA матрица на 144 Гц, это поистине один из лучших среди экранов на 27 дюймов. И в конце пятый, это тоже модель от Samsung, но на 34 дюйма, и он уже подойдет для очень требовательных геймеров, кому нужен большой экран в широком формате. Но окей, все эти 5 мониторов однозначно рекомендую, переходите по ссылочкам в описании, и я думаю, вам понравится. Ну а теперь давайте вернемся к нашей Windows 11. Итак, после создания флешки в конце вынимаем ее из компьютера или ноута, и вот у нас получилась как бы лицензионная Windows на обычной флешке. Я думаю, не стоит рассказывать зрителям, что и как настраивать при установке винды. Как устанавливать Windows с флешки уже было снято миллиарды видео на YouTube, так что давайте сразу все-таки приступим к делу, и куда интереснее, это вот поставить Windows 11 сможет далеко не на все железо, то есть не каждый человек. И очень важно, чтобы ваш компьютер имел хотя бы 8 оперативы и нормальный хотя бы там процессор на 4 ядра. И я лично ставлю на довольно неслабый ноут, это Tanzer Robot с i7 11800H на 8 ядер 16 потоков, далее внутри 16 оперативы, SSD накопитель на 1 терабайт, то есть 2 по 512, видеокарта RTX 3060. В общем, перед установкой 11 винды я протестировал парочку игр на старой, теперь уже Windows 10, и мы
мы обязательно обновим, то есть я обязательно обновил все самые свежие драйвера. И, кстати, Nvidia уже выпустила новейшие дрова под 11-ю винду, так что я настроил все как следует, не переживайте. Короче, давайте посмотрим, сколько съедает оперативы обе версии Windows, и в целом, если запустить с нуля операционку и выключить всякий там левый софт, то Windows 10 обычно занимает примерно 3.8, 3.9 и 16 оперативы, и это нормально. В то же время Windows 11 временами чуть меньше съедает, порядка 3.7, но потом может внезапно подняться до 4.1, 4.2, то есть у нее очень плавающие ресурсы оперативы, но и мне кажется, это не особо-то проблема. Возможно, так работает сама операционка пока что. Окей, ладно, едем далее, и давайте запустим парочку приложений, то есть это Photoshop и Sony Vegas. И тут, как мне кажется, Photoshop запускается быстрее на 11 Windows, а вот именно Vegas точно быстрее стартует на десятке. Вот такие как бы результаты. Ну, то есть пока что, я думаю, это абсолютно одинаковые цифры. Далее, конечно, все-таки давайте запустим игры, и первое будет у нас Rainbow 6 на ультра 2К, и тут в одинаковых условиях видим, что на десятке больше FPS, не сильно прям что больше, но он более, скажем так, стабилен, этот фреймрейт, и не скачет так сильно, как на 11 Windows. Как бы, ну, мне кажется, здесь видно, что чуть-чуть, хотя бы хоть на 5-6, вроде бы 4-3 кадра больше именно на десятке. Не знаю, с чем это связано, возможно, потом появится какое-то, не знаю, там дополнение, драйвера, но пока что имеем в Rainbow Six вот такие вот результаты. Ну и еще раз напомню, я обновил все самые свежие драйвера и на видеокарту и так далее, и даже те, что вот Windows 11 сама скачала, и как бы все условия у нас одинаковые. И пока что Windows 10 чутка быстрее. Ну окей, ладно, едем далее. Теперь я решил запустить третий Ведьмак, и тоже на запредельных 2К. И тут, насколько я вижу, то есть и мы с вами видим результаты прям, ну, очень одинаковые. Однако есть вот небольшие отличия, и они, эти отличия, заметны, хотя вот не сильно, но они все-таки есть. Это связано с резкими падениями FPS на 11 винде, и местами просадки бывают такие до 55-56 FPS. В то же время на 10 Windows такой истории я не замечал. Там тоже, конечно, были такие вот в некоторых моментах падения, но не больше, чем 55 кадров. Это точно. Все оставалось в пределах 60. В общем, снова старушка 10 Windows чутка, но все же стабильнее, чем 11. Хотя, насколько я помню, мне рассказывали, то есть люди, что на 11 лучше работают игры. И честно, пока что я вот не вижу прям, чтобы лучше. Наоборот, я вижу, что хуже. И это только еще цветочки. И вот теперь, друзья, сейчас самое интересное. И давайте проверим Cyberpunk 2077 на ультра с тестировкой лучей в 2К в режиме производительности. И поначалу вроде бы все как бы, ну, в порядке. И даже вполне одинаковые показатели. Но вот если втопить на машине в сложной локации с кучей эффектов, то буквально через 10-15 секунд происходит что-то вот очень странное. А именно резкое падение фрейма на 11 Windows. И прям это сильно заметно. То есть я подумал, что возможно, окей, ладно, такое бывает, там, не знаю, движок Киберпанка затупил, и решил вот отдельно еще раз проехаться по этому же участку. Для этого я вышел и закрыл Киберпанк, снова открыл и еще раз запустил ту же самую локацию, то есть точку. И да, результат чутка стал чутка, возможно, лучше. Потом опять через 10 секунд у нас снова падение, и снова фрейм выдает 25, то есть 26-27 FPS. Единственное, что я заметил, это то, что на процессоре ниже частоты, и все время не 3.6, 3.7, как на 10 Windows, а все время 2.4, 2.5. Хотя условия, еще раз повторюсь, одинаковые, и температура тоже одинаковая. Почему не поднимается выше 2.5 на 11 Windows, я пока что не понял. Возможно, дело в ноутбуке, но я запускал Cyberpunk несколько раз на 10 Windows, и там все время была частота 3.5, 3.6. Возможно, потом, не знаю, там CD Projekt выпустит патч под Windows 11, но пока что Cyberpunk работает на новой операционке просто отвратительно. Пошлость. Будем ждать однозначно патч под 11 винду, потому что во всех трех тестах везде Windows 11 сливается, хотя хоть и минимально, но хуже себя проявляет, чем старушка 10. То есть пока что я лично не буду тестировать будущие сборки и ноуты на 11 винде. Мне кажется, она еще не в том состоянии, чтобы на ней проверять железо. Я думаю, подождать примерно месяцок, возможно даже больше, и еще раз потом проверить. А пока что Windows 11 очень красивая, да, она приятная, удобная, такая, знаете, симпатичная, но в плане производительности нужно все-таки выпускать компаниям патчи, делать обновления, и это все будет очень не быстро. Короче, друзья, такая ситуация. Остаемся на десятке и ждем первый, не знаю, там, сервис-пак 11 Windows, и уже потом можно думать о переходе на 11 версию. На этом у меня все, друзья. Напомню, что на канале у меня сейчас прямо проходит конкурс на видеокарту RTX 3070 Ti за 130 тысяч, поэтому участвуйте. Ссылочки я оставлю в описании под этим видео. Ну, а на этом как бы уже все. Всем еще раз я желаю удачи и до новых встреч на канале. Пока-пока.